Доброе-доброе утро, дорогие мои зрительницы. С утра я решила полить свои орхидеи и оставить их часа на 3, так как я сейчас ухожу. У меня орхидеи выращиваются в закрытой системе. Закрытая система — это когда горшок, или вот в данном случае у меня здесь банка, здесь вот у меня горшок из Икеи, горшок из Леруа Мерлен, по-моему, он пластиковый, но прозрачный. Здесь у меня тоже Икея, здесь тоже Икея. И все мои орхидейки, они в закрытой системе. Закрытая система — это горшок без отверстий для слива. Заливаю я сюда воду. И в данном случае вот у меня 3 часа. А вообще 1,5 часа. Если я дома, 1,5 часа у меня у орхидей напиваются корни, становится влажным грунт, кора, все, что мох, все, что у меня здесь есть. Вот, кстати, эту орхидейку надо бы пересадить. У нее, видите, уже сама она большая, а для нее очень маленький горшочек. Мы вместе с вами как-нибудь пересадим, так как у меня еще, девочки, не пересажена моя детка у орхидеи. Представляете? Орхидея дала давно уже детку. Я все ждала, когда она у меня корешочки побольше. И, если честно, мне очень страшно ее отделять от цветоноса. Но мы сделаем вместе с вами это. У меня орхидея уже заканчивает цвести. У нее осталось 2 цветочка. Посмотрите, какой классный цветонос большой. Так вот, я быстро залила уже отстойной водой. Пока меня не будет, цветочки мои, орхидейки, напьются водички. Завтра, послезавтра я их чуть-чуть, прям чуть-чуть полью, но сливать не буду, полью уже удобрением. Вода, смешанная с удобрением. И уже не буду сливать ни в коем случае, потому что я прям вот, знаете, чуть-чуть. Почему завтра, послезавтра? Потому что только на влажный грунт можно поливать удобрением. Если вдруг вы не поливали, допустим, свои давно орхидейки и будете удобрять, могут сгореть корни. Поэтому вам советую. Да это не только орхидеи, это любые цветы. Только на 2-3 день после полива можно удобрять. Посмотрите, какие корни шикарные. Это у нас, девочки, тоже детка. Представляете, это тоже детка. И тоже вот эта вот мамочка, орхидейка, ее вырастила. У меня уже это вторая, вот это 3-я детка. Первая детка у нас вот такая вот. Ее тоже нужно было бы пересадить, потому что, банки. А пересаживала в банки, потому что не было горшка. У меня будет возможность по времени съездить, наверное, или в Леруа, или в Оби. Вместе с вами съездим. И я куплю там горшочки. Мне нравятся горшочки вот такие вот. Почему? Не икеевские, а вот именно вот такие. Почему? Потому что это пластик, он легкий, его можно поднять запросто. Ему можно горшочек поставить с орхидейкой на любую полочку. Поэтому нет проблем поставить вообще на полке орхидеи. А если вот в таком горшке, неважно по размеру, можно вот этот вот, даже маленький, небольшой горшочек, да, его не поставить, потому что сам горшок просто тяжеленный, плюс здесь у нас керамзит, кора, сам цветок. Вот так вот, небольшой экскурс по моим цветочкам. Красота такая. Девочки, это вам. Всем дарю. Такие красивые, свежие розы. Сейчас жары такой сильной нет, поэтому просто красота. Зеленый газончик. Арбузы привезли. Медовый. Называется 39,95. Такой полосатенький. Вон Александра уже дыню выбирает. А что за дыня? Есть дыни по 29,95 и есть дыни по 35,95. Ух ты, какой классный!
здорово. А как она называется? Гуляби. Написано, но она что-то вообще никак не пахнет. Да? Вообще ни о чем. Ага, вообще не пахнет. Ну так-то вроде бы ничего. Иран. Иран. Мы своего производителя. Турцию поддерживаем. Вот раньше вот такая торпеда была вкусная. Ну, нам, по крайней мере, попадалась очень вкусная эфиопка. Ну, ничего плохого не могу сказать про эфиопку. Хотя тоже на нее нужно попасть. Может быть вкусная, а может быть и нет. У нас привезли морковь мытую. Смотрите, какая крупненькая, классненькая. Свекла. Морковка есть грязная, не мытая. Ну, в принципе, что такое можно купить. А картофель почем у нас? Сейчас посмотрим. А картофель 39 рублей. Ну, картошка неплохая. Александр все на дыню нацеливается. Ладно, пошли за продуктами. Да не, ну какие-то они некрасивые. Вот это, смотри, какая прям. Пахнет? Желтая. Нет, конечно. Понюхайте, девочки. Нет, без запаха, без аромата. Зато виноград привезли. Как вы думаете, чем сейчас Светлана занимается? Конечно, она возле своих любимых орхидей. Оп. Да. Ой, смотри, какие орхидеи. Ну, в один цветонос здесь вот. А вот этот вот два цветоноса здесь. Ответвление. Ну, цвет стандартный, цвет-то. Ой, уже цвет стандартный, да. Конечно, когда у нас их сколько там штук-то. Вот цвет красивый. И раз, два, три цветоносика идет. Ну, цветут не густо. Мелковатый, да. А цена 630. А была 895. Хорошая цена. Давайте посмотрим, какие еще есть цвета. Ой, какой красивенький, посмотрите. Он такой какой-то малиново-лососевый, что ли. Есть белые. Давайте белые достанем, посмотрим. Ух, как он там сидит прочно. Ну, симпатяшки. Но они все цветущие. Прям красота. Подошли к стенду с маслом. И смотрите, здесь от Ашановского каждый день по 89 рублей. Есть вот такое вот масло спрей 250, эко-масло. Высший сорт 100%. Затем у нас Благо 109 и Золотое семечко 109. Я хотела взять, а потом в Магните у нас рядом с домом тоже по 109, смысла нет. Масло не рафинированное, люблю брать летом на салаты. 119. Вот такое вот, по-моему, масло брала у нас Надежда, и ей очень понравилось. Сок живой семечки. 69 рублей. Вот такое маслице мы брали, 119. Ну, ничего, неплохо. Мексиканский стиль. А больше мне вот такое понравилось. 119, оно не в стекле, оно в пластике. Поэтому цена немножко дешевле. Кукурузное масло. Кто пробовал кукурузное масло? Я ни разу не пользовалась кукурузным маслом. 232 рубля. Если вкусное, нужно будет взять. Вы мне, пожалуйста, напишите, девочки. Оливковое масло. Вот если хотите приобрести оливковое масло, здесь у нас пластик. И цена 259 рублей. Если брать в стекле, то будет уже дороже. Также оливковое, вот оно, пожалуйста, в стекле, оно уже дороже. Все зависит от упаковки. И здесь различные масла. Вот такое вот масло очень вкусное, очень приятное. Покупала, нравится. Ну и здесь можно побольше, поменьше упаковочки взять различные. Виноградным маслом не пользовалась, не покупала, не знаю. 495 рублей на почти 500 рублей. Если кто пользовался, опять же скажите мне. И масло хлопковое, мутное такое. Масляный король. Не знаю, вообще не пробовала. Хлопковое. Что из хлопка делают масло? Наши покупки.
Александр оплачивает как настоящий мужчина. Очень много аппаратов стоит. И очень удобно. Здесь еще следующий там отсек. И там также много-много аппаратов. Все, пойдем упаковываться. Так, не помню, здоровался или нет. Добрый день, с вами Светлана. И у нас с вами каждодневный влог. Были в магазине, купили. Ой, купили белорыбицу, девочки. Ой, какая вкусная рыбка. Да не одну. Вот, так, сейчас, секунду. Саша, пойди, пожалуйста, я возьму поддон. Так, где он? Сейчас достану. Опа! Так, страну я размораживаю на нем, поэтому очень удобно будет. Так, вот. Я всегда кладу на разнос вот так вот, и она у меня размораживается. А это сразу мусор. И следующее. Александр попросил одну большую, одной большой не было. Ну, кстати, я хочу сказать, удобно, и вот две вот таких вот. Посмотрите, какая красота. А вкуснятина. У меня свекровь всегда говорила, вкуснятина. Так, рыба, белорыбица, цена 281 рубль за килограмм. 281. Взяли вот такой вот чай охлажденный, как бы холодный, батон обычный. Затем, конечно же, у меня уже все закончилось, я им последний день уже не давала. Закуска. Меня спрашивали, одного пакетика не мало ли? Но это просто как баловство им днем. Вместо, допустим, как ребенку конфетка, там печенюшка с молочком. У них получается вот на троих так разнообразие. Взяли с лососем, с индейкой и с говядиной. И с уткой. И с уткой, ну ты там утку уже выбирал. Так, взяли масло. Масло я взяла Удоевское. Удоево. 82%. Затем сегодня на ужин я взяла бедро без костей. Буду опять делать рулетики. Александру нравится. Сыну тоже. Сыр с плесенью взяли кусочек. Кстати, кусочек мне и сыну, потому что муж не любит. Ни в какую. Как я его не уговариваю, но невкусно. Ну а мы с сыном едим очень даже. Рыба, форель. Взяла тесто дрожжевое, слоеное. Буду делать что-нибудь вкусное. Но уже не знаю, сегодня, а может быть даже завтра. Ну, скорее всего завтра. Так, что у нас здесь? Девочки, и вот такую взяла ложку. Как вы думаете, зачем? Так, вообще я рыбу беру. Она так неэстетично тут смотрится. Она более красиво смотрится, когда уже когда пожарится. Она такая румяная, вкусная. Можно в духовке сделать, а можно и на сковородке поджарить. Купила ложку с длинной ручкой. Скажите, Светлана, зачем она нужна? Что-то никак не открывается. Так, сцепить. Все, да? Да. Зачем она нужна? Мне она нужна для того, чтобы доставать мед, варенье из баночки. Ну вот перекладывать в какую-то розеточку, в блюдечку, куда угодно. Посмотрите, какая красота. Хотела вообще приобрести не позолотой, а с серебряным таким покрытием, но не было. Только золотой. Так, и что здесь? Сыр. Сыр взяли обычный сметанковый, но он очень вкусный. И здесь вот еще, одна с индейкой. Вот и все. Или не все. Арбуз. Ну, пошли к арбузу. Переходим к арбузу, девочки. Так, Александр стал ныть. Хочу арбуз. А я ему поддакиваю. Да. Ой, ёлки-палки. Вот такой вот арбуз. Слушаем. Нет, не так, да? Вот.
В общем, сейчас помоем и разрежем. Я думаю, он вкусный. Так как уже время и написано, что это холодок. Но, если честно, я не понимаю, холодок он или не холодок. Я знаю, что есть такие темно-зеленые, Саш. И они, мне кажется, холодок. Не полосатый или нет, я ошибаюсь. Я думаю, полосатый. Так, Александр. Пришло время арбуза. И теперь мы его будем резать. Посмотрим, сказали, холодок, очень вкусный. Я не знаю, как определить, холодок нет. Но шкура уже чувствуется у него толстая шкура. Посмотрите, даже не дорезан. Какой-то зеленый. Ну, это зеленый он с края, но толстошкурый. Бывает арбузы, шкурка прям тоненькая, а у этого явно шкурища толстошкурый. Зимний сорт. Ого, не прорезал даже. Ножичек надо просто побольше взять. Наступил вечер, и мне так захотелось включить камин, фальш-камин, который я делала сама, для того, чтобы доказать мужу, что я смогу сама это сделать. Ну и, конечно же, сделала, потому что ничего здесь сложного нет. Видео есть у меня на канале, ссылка будет прикреплена. И что-то мне так захотелось включить камин, ну, то есть зажечь фальш-свечи, натуральные свечи. Естественно, нужно находиться рядом, не уходить, потому что не только фальш-свечи, но и натуральные свечи здесь горят. Включила я иллюминацию, вот эти вот снежный дождь, зимний дождь, иллюминация. И вы знаете, что-то уже сентябрь, и так захотелось Нового года. Александр работает за компьютером, а я, чтобы немножко отдохнуть, присела на диван. Видно, нет? Собираются йорки. Конечно, Сомочка. Здесь у меня уже присела на колени Зластена. И знаете, девочки, так захотелось чая с лимоном. Уже вечер, уже 12 часов, но я решила попить чай с лимоном, но без сахара, так как уже вечер. Ой, и я как уже говорю, что так хочется Нового года уже. Как бы все, лето прошло. Скоро будут дожди, будет хмурая погода. И так как настоящего камина у нас нет в квартире, естественно, фальш-камин прям выручает. Настроение поднимает, такое романтическое, интересное. Можно посидеть. У нас на камине стоит телевизор. Можно посидеть, посмотреть телевизор. Можно красное вино или белое выпить. Но уже время 12, поэтому я пойду пить чай. Александр отказался. Вы, конечно, вместе со мной. Чай с лимончиком, но сахар не положила, честное слово. А лимон так, знаете, прям для вкуса тоненький-тоненький такой кружочек. И сыр с плесенью. Всего 2 кусочка. Тонких, так как, ну, просто чай пить как-то грустно. Всем приятного вечера. Чаепитие, кофепитие, возможно, кто-то на ночь пьет и кофе, да, кому много работать, пьют и кофе. Конечно, очень приятно выпить горячий чай вместе с вами, конечно же. Многие из вас вместе попили со мной чай, а многие отказались, ну, потому что уже поздно. А на этом все. Пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана. А у меня еще работа, связанная с заказом. Бисерные цветы. Подарки никто не отменял, потому что хотят люди увековечить летние цветы, фиалки, розы.
Зластена здесь сидит. И хотят уже в подарки к Новому году. Вот мужчина мне заказал большой красивый букет розы. Конечно, до Нового года мне бы успеть, потому что нужно сделать корзину, нужно сделать розы. Ну, ладно. Все, спокойной ночи, пока-пока. С вами, конечно же, была Светлана. И будь здорова, Зластена. И мы с вами уже присели в сентябре рядом с камином. Фальш-камином.